Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами в этом видео уделим внимание, друзья, полнолунию, которое нас всех ожидает 19 ноября в знаке зодиака Телец. Обращаем ваше внимание, что это будет необычное, мощное событие, и также это событие повлияет на наши финансы, на нашу прибыль, на наш достаток. Почему это так? Далее в этом видео. Также в этом видео мы уделим внимание, что обязательно нужно сделать 19 ноября в полнолуние, а также мы рекомендуем провести одну достаточно сильную, мощную и эффективную практику на привлечение тех материальных благ, которые вам нужны. Далее, более подробно, друзья, мы в этом видео обо всем этом поговорим, поэтому не выключайте это видео, а досмотрите его до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, включен ли колокольчик, все уведомления, ставим лайк этому видео, таким образом между нами происходит энергообмен, и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, цените, уважаете, и кому желаете достатка и финансового благополучия. Итак, друзья, 19 ноября всех нас ждет полнолуние в денежном знаке зодиака Телец. Обращаем ваше внимание, что полнолуние в Тельце наступит в 11 часов 56 минут по московскому времени. Это будет необычное, мощное событие. Вы спросите, почему? Дело в том, что в этот день произойдет и частичное лунное затмение, которое откроет нам коридор затмений и закроет это все коридор солнечное затмение, которое будет ожидаться аж 4 декабря. Но влияние коридора затмения, обращаем ваше внимание, мы все люди будем ощущать ориентировочно до 10-11 декабря. Но вернемся к полнолунию. В полнолуние 19 ноября в этот день огромный поток энергии из-за совпадения сразу будет нескольких астрологических событий. И поэтому очень важно направить вот эту мощную энергию в нужное русло, потому что она может сыграть с нами и вашими окружающими людьми злую шутку. Затмение будет на оси Телец-Скорпион и запустит программу трансформации и обновления. Но, возможно, эти перемены многие могут ошибочно принять за трудности и проблемы. Почему это так? Дело в том, что Телец у нас отвечает за материальную сферу и сферу личных отношений. И, возможно, в этих сферах у вас возникнут проблемы. В каком случае произойдут эти проблемы, если у вас будет дисбаланс? И будет затронута тема своих и чужих денег и ресурсов, в том числе и энергетических. Обращаем на это ваше особое внимание. Также важные перемены ждут тельцов, скорпионов, львов и водолеев. Эти знаки будут под прицелом Вселенной и смогут серьезно и кардинально изменить свою жизнь раз и навсегда. У козерогов и дев будет идти рост. А вот рыбы и раки пересмотрят свое прошлое и попрощаются со своей старой реальностью. Конечно, многие из нас хотят узнать, как затронет нас всех вот затмение и все эти перемены, которые начнутся 19 ноября. Для этого вы должны подумать о том, что вроде бы у вас все спокойно, но в то же время происходит все не так, как обычно. Дело в том, что все события, которые будут происходить в коридор затмения с 19 ноября по 4 декабря, будут называться кармическими. И получается, что от них не избежать, не спрятаться будет невозможно. Они все равно вас будут настигать. Если вы даже куда-то убежите, улетите, уедете в командировку, на отдых, не переживайте, догонят и еще побольше получите. Поэтому проанализируйте, что происходит с вами, какие события, какие люди к вам возвращаются. Значит, вы не отработали с бывшими. Это могут быть и люди, это могут быть ваши родственники, какие-то события. Поэтому надо отработать, иначе каждое затмение они будут просто к вам возвращаться. Подумайте над этой информацией. И затмение всегда завершает, как всегда, какие-то события в жизни. Это у нас с вами кульминация. Также могут высветиться события,
которые были скрыты от вас. И вы знаете, вы даже будете удивлены, знаете, вот прозреете на некоторые ситуации и моменты. Новые, обращаем ваше внимание, и важные дела лучше отложить уже до окончания коридора затмений. Итак, ничего не начинаем в дни затмения, это 19 ноября и 4 декабря. Прямо себе запишите в блокнот или в телефон. Внимательно следим за своим здоровьем, потому что возможно обострение хронических заболеваний. И обращаем ваше внимание, что во время полнолуния не реагируем на критику, на провокации окружающих. Кроме того, старайтесь в этот день никуда не спешить, не выяснять отношения в семье, не начинайте новых дел, сдерживайте, старайтесь свои эмоции, избегайте резких слов. Также сделайте уборку дома и завершите начатые дела, пожалуйста. И даже если вы запланировали на 19 ноября что-то кардинальное в своей жизни, лучше перенесите. И обязательно напишите в комментариях следующую фразу: «Я сильная, я все смогу». Этим мы с вами даем знать Вселенной, что мы готовы распрощаться с прошлым и открыты к новым будущим переменам. Еще раз: «Я сильная, я все смогу». Что же лучше всего делать в это полнолуние? В это полнолуние 19 ноября благоприятно решать финансовые вопросы, в том числе, которые будут касаться приумножения достатка вашего. Также старайтесь рассчитаться со всеми долгами, взять депозит, при этом не следует брать новый кредит или брать деньги в долг. Вот, пожалуйста, не нужно. Также полезно будет избавляться от всего ненужного. Сделайте уборочку в доме, завершите все начатые дела. При этом важно не перегружать себя физически. И в целом важно максимально бережно отнестись к состоянию своего здоровья. Что же нежелательно делать в полнолуние 19 ноября? Ну и, конечно же, самого затмения. Не рекомендуются дальние поездки, любые начинания, не заводите никакие переговоры, не принимайте никаких важных решений. Также не занимайтесь хирургическими операциями и косметическими процедурами. Также желательно избегать диет, голодания, а рацион вашего питания должен состоять из свежих, экологически чистых продуктов. Это время для многих людей может быть достаточно непростым, поэтому рекомендуем прожить его максимально спокойно. И, друзья, так как мы уже говорили, полнолуние 19 ноября проходит в знаке зодиака Телец, поэтому во время этого события будет благоприятно выполнять ритуалы, которые связаны с привлечением денег, изобилия, достатка. И далее в этом видео мы с вами предлагаем провести простой денежный ритуал. Итак, для этого ритуала вам нужно взять несколько крупных купюр и уже 19 ноября вечером открыть окно. Показываем Луне или небу наши денежки и рассказываем о своих пожеланиях. То есть постарайтесь на момент этот, когда вы будете заниматься этой практикой, чтобы вам никто в этом не мешал. Уберите телефон подальше и начните. Также обязательно благодарим Луну за все, что она нам уже дала. Вы можете принести и маленький подарок Луне. Это могут быть и ленточка, это могут быть фрукты. Что мы делаем? Мы берем подарок вот в виде ленточки, фрукты. Он должен лежать у окна до утра, то есть до 20 ноября. А утром это угощение отнесите на природу, в красивое место. Утром угощение мы имеем в виду любые те фрукты, которые вы любите. Но они должны быть хорошие, не гнилые, не надбитые. А вот если хотите ленту подарить, то ленту 20 ноября нужно вынести на улицу и завяжите на понравившееся вам дерево. Но это должно быть здоровое дерево. Мы понимаем, что листочки уже опали, и, соответственно, вы не можете определить, но хотя бы так вот глазом должны понимать, что это дерево живое, здоровое, и весной оно начнет цвести, и у него начнутся опять жизненные процессы.
И еще раз обязательно поблагодарите и попросите, чтобы задуманное сбылось. И не забываем, что в этом важном ритуале это намерение и вера в его исполнение. Поэтому обязательно 19 ноября вечером откройте окно, выйдите на балкон, есть возможность выйдите на улицу и поговорите с Луной. Не бойтесь высказываться, говорить те слова, которые, возможно, вы захотите поплакать даже. Вы знаете, это будет вполне нормально. Главное, просите от чистого сердца. Возможно, это будет одно лишь предложение. Пусть будет так, но главное это делать с любовью, с открытым сердцем и пониманием того, что это только во благо вам. Друзья, готовимся, надеемся, что этот коридор затмений пройдет для нас всех успешно, а само полнолуние будет ярким и достаточно интересным, и для многих людей будет плодотворным.